Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Все, хорош. Красиво. Всем привет, меня зовут Сергей Нелло, вы на канале Они-Ноль. Ну что, продолжим безумие с 4 турбинами. Напишите в комментах, если вы ждали эту серию. Ну, а если не ждали, то поставьте лайк. А между тем, я до сих пор не знаю, в какой автомобиль установить этот мотор безумный и вообще, как дальше продолжить строительство. Хотя до установки его в автомобиле осталось-то буквально ничего. Осталось доделать мелочи какие-то, которыми я, в общем-то, сейчас и займусь. В этом проекте для меня самое главное – это состояние кузова. Остальное все равно поменяю. Поэтому на дроме создаю подборку по параметрам, выставляю цену, тип кузова, привод, расположение руля и только иномарки. Эту подборку сохраняю в избранное, и каждое новое объявление буду смотреть и оценивать варианты. Во, прилетело объявление. На первый взгляд неплохо, но подожду еще и посмотрю. А если тебе ждать не вариант, то за машиной иди на дром. И, кстати, какую тачку посоветуешь мне для свапа? Напиши в комментах. Ну, как обычно, все не так уж и просто, потому что пришлось немножечко видоизменить коллектор от этих 4 турбин, то есть отрезать один фланец. Этот фланец пошел в нужное дело. А именно, я создал вот такую вот замороченную систему. Это турбина, находящаяся в глушителе. И пришлось для того, чтобы ее сделать, вырезать фланец с 4 турбин и поставить его сюда. Я очень надеюсь, что все мои подписчики уже посмотрели эту серию про безумную интеграцию турбины в глушителе, как это все работает. Ну, а если не смотрели, то перейдите, обязательно посмотрите, потому что это, в общем-то, чумовая вещь, интересная задумка, ну, в принципе, граничащая своим безумием с теми же 4 турбинами. Так что посмотрите обязательно это видео. Ну, в общем-то, нет худа без добра. Потому что приехали, наконец-то, те фланцы, которые я заказывал у своих друзей. Это фланцы из 321 нержавейки. И надо отдать должное, ребята настолько молодцы, они даже их привезли мне шлифованные. То есть, вообще вот в идеале. Ну, 321 нержа, она достаточно жаропрочная. И для таких вещей оптимально ее использовать. Потому что не ведет фланцы при сварке. Ну, точнее, ведет, конечно, но минимально. И вот эти фланцы, они, конечно, необычные, не заводские. Именно в них сделано 2 выхода. Один выход под крыльчатку, под выхлопные газы, второй выход под калитку, под визгейт. Для того, чтобы использовать не стандартный аутлет, а создать свой. Возможно, даже с выходом в атмосферу из аутлетов, из визгейтов. И теперь я, конечно, могу закончить выпускной коллектор, поставить геометрию турбин уже в финальное положение для того, чтобы доделать впуск. Но прежде этого мне придется еще раз разобрать мотор. А все дело в том, что при сборке этого мотора я поставил по одному компрессионному кольцу. И, в общем-то, поставил достаточно кривоватый шатун. И вот сейчас я хочу это все исправить, разобрать и собрать его уже на ровных шатунах и уже на всех поршневых кольцах. Ну, для того, чтобы в дальнейшем уже не вытаскивать мотор из машины, а в машину его хочется очень поставить. Но пока он еще вот собранный, можно провести интересный эксперимент и замерить компрессию на этом одном компрессионном кольце и посмотреть, насколько лишь эта конфигурация не рабочая, можно ли использовать одно компрессионное кольцо вместо 2. Так что сейчас я его сначала замерю, ну а потом, собственно говоря, разберу.
Ну, я вам скажу, так себе занятие. Одной рукой мерить компрессию, другой рукой пытаться попасть в стартер клеммой для прикуривания аккумулятора и на дохлом аккумуляторе замерять это все. Ну, в целом получилось как бы достаточно ровно. Десяточка во всех цилиндрах. Не сказать, чтобы это много, но я думаю, что в идеальных условиях получилось бы и побольше. Но надо не забывать, что здесь одно компрессионное кольцо. Ну, в общем-то, эксперимент удался, все нормально, а теперь посмотрим второй эксперимент. Когда я его разберу, мы посмотрим состояние вкладышей и вообще всех поверхностей, потому что первые разы я запускал этот мотор без масла. То есть он работал без масла, и вот теперь интересно, что же там повредилось. Ну, если повредилось. Подразобрал я мотор, отделил от него все навесное, ну почти все, сейчас еще отделю дальше, но сейчас надо сливать масло. И тут, кстати, еще один важный момент. Дело в том, что все детали этого мотора я аквабластил, да, и то есть как бы сейчас еще один эксперимент. Живой мотор, который покрутился, поработал, и сколько же в масле окажется стеклошариков. Ну, в общем, придется сейчас фильтровать и каким-то образом смотреть, что там осталось. Если, конечно, осталось. Я надеюсь, что нет. Ну, а вы что скажете? Есть там стеклошарики или нет? Напишите в комментах. Ой, ну вот, наверное, уже час сижу, сливаю это масло. Сливаю я все через воздушный фильтр. Ну, как бы как фильтрующий элемент, наверное, самое оптимальное, чтобы показать самые мелкие фракции того, что плавает в этом масле. Ну, вот откручиваю, сливаю по 100 грамм, а то грамм по 50, да, пока оно там осядет. Ну, вот уже это последние капли, которые капают. И можно будет посмотреть, что же там внутри находится. Ну вот, капают последние капли. И вот видно уже уходящие последние граммы масла, которые уходят ниже, отфильтровываясь через фильтр. Ну и сейчас я посмотрю, что же там в этом фильтре осталось. Реально ли там какая-то стружка, стеклошарики или еще что хорошенькое плавает. Ну, как бы что осталось в фильтре? Ну, в общем-то, я бы сказал, ничего. Прям вообще чистенько-чистенько. Даже никакой малейшей стружки, никакой намека на какие-то остатки от стеклошариков я, по крайней мере, здесь не могу разглядеть. То есть масло на вид абсолютно чистое. Еще вдобавок прозрачное. Ну, правда, много не ездило, но все-таки. Да, ну, вроде масло слилось достаточно чистое. Но теперь имеет смысл посмотреть, что в поддоне, все равно все разбирать. Поэтому... А потом уже то, что во вкладышах. Ну, в общем, сначала поддон. Ну, что сказать. Ну, поддон в целом тоже, можно сказать, чист. Особых каких-то фракций посторонних
я здесь не замечаю. Ну, я не знаю, как это можно показать. Черный и черный, черный на черном, да. Но в целом будем считать, что здесь тоже чисто, ну, не считая вот грязи рабочей. Слушайте, ну я хотел найти стеклошарики, и я их нашел. В целом, конечно, состояние всех вкладышей, оно близкое к идеальному. Ну что-то мотор проработал, но есть и царапки. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Ну вот в целом, конечно, все хорошо, но вот видно маленькую царапку на масляном канале, вот, которая осталась от чего-то, явно от шарика. Ну а о том, как избавиться от этих стеклошариков при мойке двигателя в аквабластинге, я наснимал уже целую серию видосов. И внизу в описании можете посмотреть по ссылке и на моем канале раздел аквабластинг. И там я как раз рассказывал о том, что надо делать, вот, чтобы не возникало вот такого момента с даже минимальным остатком стеклошарика в моторе. Хотя в целом их перемололо, они превратились в муку. Да, конечно, если сейчас поменять масло, что я и сделаю при переборке, то новое масло, соответственно, вымоет эти остатки муки, и она больше особо действовать не будет. Но в целом, как бы, неприятная ситуация, от которой желательно избавляться на раннем этапе. Я оставил очень мало стеклошариков в системе. Если их оставить побольше, да, конечно, они могут нанести ощутимый вред вкладышам или другим мягким поверхностям, алюминиевым поверхностям, как постели, например, распред валов. И даже, в принципе, корпус масляного насоса между шестернями, он тоже может повредиться и процарапаться, и, соответственно, снизится давление и эффективность масляной системы. Так что переходите по ссылке, смотрите, как этого всего избежать. Но последствия могли быть намного хуже. И вот почему. Я, наверное, сейчас буду растерзан в комментах, если упомяну слово триботехнический состав, потому что все эти модификаторы трения и подобные составы настолько сейчас отрекламировались за последние несколько лет известными блогерами, что, собственно говоря, вся технология, точнее доверие к этой технологии, наверное, упало. Хотя не знаю. Вот напишите в комментах, кто применяет эти все составы и какие составы применяете и какое ваше мнение по поводу применения всех этих составов. Ну, а я же, если кто помнит, в одном из прошлых видосов упоминал Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов. И вот первый продукт, с которым они меня познакомили, это как раз триботехнический состав. Это нанопродукт компании EFAM. Я думаю, что мало кому сейчас известен он на рынке, но этот состав – продукт шестого поколения уже этих модификаторов. И скажу вам на секундочку, что все популярные рекламируемые ныне продукты, они третьего, четвертого поколения. Соответственно, как бы, что это такое? Наносостав, то есть, соответственно, состав его рабочей частицы находится в наноразмере. То есть эти частицы, они меньше, чем частицы абразива, чем меньше, чем начинается размер абразива. Опять-таки, в отличие от предыдущих поколений этого модификатора. Ну и в целом я, честно говоря, люблю все эти модификаторы трения и добавляю их частенько при сборке моторов. Так же, как и добавил сюда. Соответственно, он спокойно проработал без масла, и я даже, в общем-то, не беспокоился о его состоянии, потому что
был уверен, что все будет хорошо. В принципе, сейчас мы проводим глобальное тестирование этого продукта там, на нескольких машинах, в том числе и на моей. Замеры разные делаем. Кстати, опять-таки вопрос к вам. Если кто знает машину трения четырехроликовую, напишите, которая находится в Москве или Московской области, напишите в комментах, потому что очень важно было бы провести тесты именно на машине трения, а не просто так вот образно рассказывая, как это все хорошо или плохо. Еще один момент, который нравится мне в этом составе, это то, что он применяется и заливается один раз. В общем-то, это концентрат этого продукта, он идет в неразбавленном виде и добавляется в масло лишь для того, чтобы масло послужило транспортом для доставки его по масляной системе. И, соответственно, делается это один раз, не через какой-то пробег, а добавляется один раз в систему, и потом, в общем-то, он начинает работать, что тоже очень важно и что тоже добавляет какой-то уверенности и доверия к этому продукту. Ну, а мне же, в общем-то, придется разбирать мотор этот дальше, потому что в текущем состоянии, да, конечно, я вижу состояние всех вкладышей и мог бы закрыть его дальше, но мне надо поменять поршневую группу, поэтому сделать это через коленвал я не могу, поэтому придется снимать головку блока цилиндров и вытаскивать поршня с шатунами, соответственно, через нее, и вставлять сюда новые. Так что новый процесс и новый мотор. Ну что же, мотор полностью разобран. Опять-то вернулся в начальное состояние. Вот они, мои поршеньки с окованными шатунами. Один из которых кривой, но сейчас у меня есть такой же ровный. Вот они все запчасти ГБЦ и все остальное. Все снято. А вот они, новые поршеньки, которые туда пойдут. Ну, наверное, опять их придется помыть, почистить и собирать. Ну, а теперь, в общем-то, чтобы не устраивать дежавю, со сборкой мотора можно либо посмотреть этот видос в обратном порядке и вернуться к тому, с чего начиналось, либо посмотреть первые серии моего сериала. А я сейчас выключу камеру и по-быстрому соберу мотор. Это намного спокойнее, уж поверьте. Ну что же, мотор я собрал еще раз. Я очень надеюсь, что это последний раз. Ну, по крайней мере, он не будет последним, но я установлю его в таком виде в машину. Теперь в нем стоят нормальные поршневые кольца, нормальные шатуны. В общем-то, ну, конечно, не обошлось без нюансов. Поломался один болт крепления поддона, но, в общем, решим это потом. Турбинку придется сейчас приваривать все фланцы, уже окончательно выставлять геометрию, ну и, в общем-то, дело за впуском. Закупиться я уже почти что закупился всем необходимым. Вот сюда у меня встанут
4 водяных интеркулера на 4 дросселя, на 4 турбины. Ну и, в общем-то, это все должно работать на январе. Вот стоит вазовский рэперный диск. Так что вот такой вот сетап получается. Ну и я надеюсь, что в ближайшее время я это установлю на машину. Мне периодически пишут, ну зачем так подробно показывать какой-то процесс, как ты все это делаешь. Ну, так же интереснее, мне кажется. И я вот думаю, что впереди сейчас буду собирать еще и коробку передач, потому что, ну, как я без коробки передач поставлю все это в машину. И процесс по сборке коробки передач, ну, конечно, тоже отражу. По крайней мере, покажу, как, что, куда вставлял. Может быть, без диких объяснений. Ну, в общем, если ты мой зритель, то ты поймешь меня точно. Давайте, что я буду придерживаться традиции и не буду вас отпускать с пустыми руками. Раз у меня есть вот эти модификаторы трения, триботехнические составы от компании EFAM, то как бы мне не жалко будет их подарить подписчикам. Давайте сделаем так. Вот защитно-восстановительный состав для двигателя будет как первое место в комментариях. Второе – это для механической коробки передач, но для автомата у меня нет. Может, кому-то для механической понадобится. Ну и третье будет вот такая защитный восстановительный состав для топливной системы. Это, кстати, коробочки старого образца. Сейчас у них меняется дизайн. Ну, как бы от этого состав не меняется. Поэтому пишите в комментариях, как обычно, слово «хочу» и разыграем эти составы буквально через месяц. Без всяких заморочек. Просто месяц прошел и разыграем. Если будет много просмотров и комментариев, то разыграем, соответственно, раньше. Все результаты вы сможете посмотреть у меня на канале в Телеграме и на канале в Дзене. Все внизу в описании есть ссылочки. Так что пишите, раздам все подарочки с удовольствием. Но я же напоминаю о том, что периодичность выхода серий про 4 турбины, да и любых видосов, которые вы хотите, зависит целиком и полностью только от вас. От ваших просмотров, от ваших подписок, от ваших комментариев. Так что пишите, звоните. Буду очень рад новым подписчикам. А на этом это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Не забывайте про мой канал NeoFAQ. В нем находятся видеоответы на ваши комментарии. Всем удачи, всем пока.